Вывести все с Binance. Вот так вот она будет. Хорошо, хоть Вова сегодня не Я твой сын. в криптовалюте. Я так не могу. Всем привет! И я передаю слово Владимиру. А я передаю слово Глебу, потому что это 13-й выпуск Гагарин Шоу. И, наконец-таки, пора этому мальчику немножечко нет-нет, да и заговорить. Сегодня вы узнаете самые актуальные новости из мира финансов и криптовалют. За прошедшие последние, значит, несколько недель. Поехали! А мы сказали, кто мы? Там мы вот сильно известны, чтобы нас называть вслух. Тогда заставку. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Ну, не то чтобы у нас юмористическая передача, но, знаешь, мы же все-таки пытаемся из себя какой-то хоть с***ный юмор выдавить, за что неоднократно получали по щам в комментариях от этих, значит, наших двух постоянных хейтеров. Они друг друга, знаешь, как бы дополняют. И еще просят в камеру смотреть, потому что такое ощущение, будто мы с тобой разговариваем, беседуем, а люди типа... Потому что у тебя при глаз делах. не видно, когда ты не в камеру говоришь. Потому что у меня один глаз просто чуть-чуть прикрыт, а в чуть-чуть второй открыт. Вот и все. В ЕС и США задержаны 179 даркнет-продавцов. Европол и Минюст США отчитались об успешном проведении операции по предотвращению крупной торговли наркотиками в Даркнете. В ходе обысков спецслужбы изъяли $6,5 наличными и в криптовалюте. Как сообщает Европол, золотой век Даркнет рынка закончился. Однако некоторые пользователи считают такие действия властей войной с анонимностью в интернете. То есть новость вначале звучала вот точно так же, а кто-то говорит, где бы нам ее публиковать? Давай еще на криптовалютных ресурсах. И в криптовалюте. Мне просто интересно, как Европол и Минюст США... Смотрите, ну криптовалюта, да, это вы же поняли, что это то, что нельзя пощупать, то, что в этих ваших интернетах. А ты был хоть раз в Даркнете? Ну, когда-то зашел в комнату и не включил свет. Или то не то. Это клуб корова просто. Или галактика. Или галактика. Там, где ты заходишь, не то неверное слово, и тебе выключают свет. Водку с соком, и ты в Даркнете. Будьте добры мне зомби. И тебе делают просто зомби на 4 видах водки. И лимончик. Лимончиком просто по лицу так чуть-чуть провел. Ну, чтобы для запаха. Так нет, ну вот интересно, вот как, то есть сидят люди, у них вот представьте, да, вот тут лежит 3,25 миллиона кэша, и там 3,25 миллиона кэша. Мы даркнетчики, ну, одни из этих 172, вот 9. Мы сидим такие в даркнете, что-то делаем. Даркнетчик Себастьян и Игнат. Не солидно, Сильвестр. Почему? Игнату так и хочется отдать все. Хорошо, тогда Себастьян и Севастьян. Да, Себастьян и Анжела, давай. Анжелу давай не приплетай, Анжела сейчас скоро будет. Петь? Ксения, Кто видел, там пиво стоит уже даже. Анжелочка? Ксения, извини, это для конспирации. Чтобы никто не знал. А Так ты, кстати, вот. обратил внимание, Ксюша тоже там пишет комментарии? Да. Кстати, а ты обратил внимание, что как бы после десятка... Десятка, первого десятка. Здравствуйте, Ксюшенька. Анжелочка. Ксения, прости, надо так. А мне, кстати, знаете, что сказали на днях? Что все, кто посмотрели наши выпуски, особенно последние, пришли к умозаключению, что у меня с Ксюшей отношения. Наконец-таки. Хоть кто-то А у пришел. Ксюши парень качок, между прочим. Зачем мне эти проблемы? Ну, Нужен со своей давай историей. про даркнетчиков закончим сейчас. Так вот, смотрите, Оставайся, как да. они забрали криптовалюту. Вот лежит 3,25 кэша. Давай выпьем. И там Слушай, так 3,25 что-то кэша. плохо, чувак. И это не после вчерашнего. Естественно. Короче, не могли они просто так забрать у них криптовалюту. Во-первых, на каких основаниях? Вот как? Нет, как чувак, это не сделать? так было. Но они даркнетчики. Они продавали людей, наркотики и оружие в интернете. И рок-н-ролл еще. И рок-н-ролл продавали чуть-чуть. Кстати, хорошо, хоть Маруани спасли, привезли его сюда. И, короче говоря, их принимают Так, и изымают все активы, которые были. как? В смысле как? Ну смотри, у тебя тут стоит компьютер, они тебе изъяли компьютер, говорят, Так «Вся что компьютер открыт, а там баланс. А ты раз и закрыл. Там баланс на Binance.
Ты раз и закрыл Там компьютер. баланс на Binance открыт. А ты раз и закрыл. А там, говорю, баланс на Binance. Хорошо, он У заходит... даркнетчиков. У даркнетчика. Кто торгует наркотиками, оружием и людьми. Так, они говорят, вывести все с Binance. Нажимает, а там, пожалуйста, А там такая... пришлите 6 там такая, циферок знаешь, с как почты. собачка вот эта с... Да. На торпеде. Только голова чизета. Не, ну реально, они раз выводите, а там говорит, подтвердите, пожалуйста, почту. Говорит, мы знаем вашу почту. Подтвердите, пожалуйста, двухфакторку, телефон взяли, вводят балансы по нулям. Где все? На холодных кошельках. А у нас есть холодный кошелек. Они раз, холодный кошелек, пароль, допытали, ввели пароль, заходят. А там еще дополнительное слово можно ввести. Они дополнительно допытали, вводят, заходят, там все по нулям. А где все бабки? А он их давным-давно перевел на другой трезор, который он уже спалил, и слова запомнил. Он 3 слова, друг его 3 слова, друг друга еще 3 слова. И все. И пока не соберутся воедино, они эти бабки не получат. И бабка его запомнила 3 слова, но ее уже Бабка похоронили. запомнила вот эти вот в подъездах. Кто начнет? Проститутки! А вывод какой из этой новости? Вывод, что, ребята, не Мы приплетайте... согласны с некоторыми пользователями? С некоторыми пользователями мы согласны. Что, ребята, вы, конечно, можете открыть войну, но... Это шкатулка Пандоры. Ящик, я даже сказал бы, Да. ящик Пандоры. Откройте его и получите. Вот смотрите, с проститутками воевали. В итоге начали, значит, Они размножаться. узаканивать и приравнивать это к Легальный бизнес. фізична особа підприємець. Да. Оружие, смотрите, запрещали, а как бы тоже ничего не вышло. Наркотики запрещали, и вот уже каннабис, лекарственное средство, оказывается. Вот так же и с Даркнетом будет, ребята. Да, ребят. Это как бы, поймите, это... Короче, конечно, плохо, когда есть даркнеты, там продают оружие, людей, органы и так далее, но вот то, что Но, с они... другой стороны, плохо, еще хуже, если как бы есть покупатель. Это еще хуже, да. Даже когда ты продаешь какой-то товар и нет покупателя, то как бы ты рано или поздно думаешь, что больше не буду продавать этот товар. Израильский стартап Curve подписал соглашение с криптобиржей из ОАЭ. Как сообщает Forklog. Глеб, нас никогда в жизни бесплатно там не прорекламируют. Ты можешь не говорить Forklog. То есть там все новости куплены. Давай тогда говорить о том, что, смотрите, на Forklog все новости куплены, потому что они Не, пишут... ну давай за бойки тоже не заплывать. Половина новостей где-то на Forklog, ну где-то 50% куплены. Давай опять же, какая-то часть. Какая-то часть. Ладно. Израильский стартап Curve... Прохладно. Поставщик инфраструктуры безопасности для цифровых активов, заключил партнерство с криптоторговой платформой и кастодианом Наум из Объединенных... Хайвен. Ученые назвали это естественным отбором. Из ОАЭ. Это первое коммерческое соглашение между криптовалютными компаниями и с 2 стран. После подписания Израилем и ОАЭ соглашения о нормализации отношений. В стартапе рассчитывают с помощью партнерства продвигать свои технологии безопасности не только в Эмиратах, но и за их пределами. В стартапе рассчитывают, что они смогут барыжить криптовалютой в ОАЭ, потому что там у ребят нормально все как бы с бабками, и как бы нет, там 5-6% своих добавить. Да. Вот на что рассчитывают, значит, в польском, израильском стартапе Curve. Нет, ну я думаю, что если это израильский стартап, то они рассчитывают на больший процентик. Они будут говорить про 9, как бы, но в уме держать 6. Смотри, 9 тебе, 6. Ну, ты понял? И 2 еще ушли. В Одесский дворик тоже должен чем-то кормиться. Ну, собственно, мы рады за это израильско-ОАЭшную дружбу и... Что там? Звуковой? Биржи добавляют Петра, но к Венесуэле он не относится. Можно даже не читая новость, я вам попытаюсь своими словами рассказать. Могу быть неправ, но не судите строго. Посмотрим. Смотрите. Есть такая интересный вид скама, когда есть какой-то успешный проект, и люди вместо того, чтобы сделать что-то свое интересное, они берут похожее название. Например, там было petra.com,
или Венесуэла, не знаю сокращение, ВЗ, по-моему. Они берут, там делают petro.ru. У меня был такой костюм спортивный, Нико. Да, или Адибас. Очень, кстати, хорошего качества. Так вот, они делают похожую платформу, делают полную копию и говорят, мы официальные, те неофициальные, шлите деньги нам. Все шлют деньги туда, все деньги благополучно уходят в карман. Они говорят, мы ни при чем, всем спасибо, все свободны. А теперь можно прочитать новость. Ну, суть похожа приблизительно. Да? Да. На криптобирже в Нью-Йорке был зарегистрирован токен Petro. У него такое же название, что и государственного актива Венесуэлы. Интересно, а чего криптобиржа не озвучена? Интересно. Но на самом деле оба актива никак между собой не связаны, что привело к путанице и скачку цены на неаффилированный актив. Вот, что я и говорил. Неаффилированный актив. А это, кстати, в последнее время часто и густо так происходит. Особенно вот этот дефи-хайп начался, и люди просто полоумные. Вот это клацают по кнопкам, никуда не смотрят. Вот это лишь бы вот это скорее словить свою вот это вот... Я, Наташа, сижу дома и зарабатываю 60 тысяч в день. И вот это вот клацают все подряд и покупают вообще совсем не то, как бы и теряют свои денежки. Энергетическая компания Equinor начинает добывать биткоины. Компания будет использовать природный газ, сжигаемый в факелах. А в тебе природный газ? Он иногда выходит. Это я знаю, я просто хочу поинтересоваться. Ну, если есть спички, можем проверить. Такой низкосортный юмор чуть-чуть. Не, ну... Я могу вообще сегодня пробивать дно за дном, просто именно для этих двух хейтеров отвечаю. Не, ну может третий хоть... Могу сегодня шутить именно ультра хуйным образом. Знаешь, такие шутки уровня типа: алло, здравствуйте, это квартира Зайцевых? Нет. А почему уши из трубки торчат? Ха-ха-ха-ха. Или, алло, здравствуйте, это 724-18? Нет, это 724-19. Позовите, вам же недалеко. Так хуй, конечно, даже. Я не смогу, слушай. Ты взял именно планку такую, именно подземный город какой-то. А вот это, знаешь, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. А дальше есть: футболисты, где вы мяч нашли? Украли где-то? Нет, в речке мы его нашли. Танин это. Просто стих. Есть еще хороший. По стене бежит кирпич, Красной Армии боец, к нему лошадь подошла, тоже семечки жует. Не, так я не могу, чувак. Ну это из памяти пока я так... Я так не могу. Ну давай новость читай, что ты? ФК Лацио стал партнером криптобиржи StormGain. Профессиональный итальянский спортивный клуб из Рима подписал многолетний контракт с платформой StormGain. Этот шаг повысит вовлеченность фанатов, в том числе за счет уникальных розыгрышей. В рамках этой инициативы StormGain будет предоставлять доступ к частным турам и мероприятиям на Олимпийском стадионе, крупнейшем спортивном сооружении Рима, которое является домашним стадионом Лацио и Ромы. Нога затекла. Сильно. Я думаю, что Лацио пошло по пути Барселоны, и, в принципе, нормальный шаг для того, что... Я думаю, это ты от себя тянуть уже начал? Обычно, когда человек говорит «я думаю», он как бы выражает свои мысли. Может, это мнение автора статьи? Тут я не Автор сказал, говорит, что... я думаю, что... Тогда Я бы думаю, было- что ты продолжаешь читать. Ну если ты думаешь, то давай. Да, все, я обиделся. Я обиделась. Я хотел сказать, что это хорошо, что уже такие клубы, как Барселона, то, что мы уже читали, и Лацио, про Барселону вы можете тут посмотреть, мне подсказали, что так можно делать. Конечно, наснимали уже столько. Можно все, что хочешь делать. Давай приобщим, например, харьковских «Соколов» к какой-нибудь бирже. Нет. Хорошо. Я сделаю это сам. Естественно. Ксения. Спасибо, Вове плохо, Ксюша. ему нужно что-нибудь жесткое. Что-нибудь хорошее.
Воздух у вас, конечно, здесь просто, знаешь, взял и разморился. Поэтому можно, скажем так, по чуть-чуть. А я ж привез и свой напиток. Ну, Привет. Сенечка, давай, падай к столу. Слышишь, Ох, вы, конечно, Ксения, тут хозяйство развели, конечно. городской брезует нашим. Ксюшенька, Брезует я ж нашим. там передал из... Давай. Да. Держи газетку сначала. На табурет ты залазила, с верхней полки брала. Алло, спокойно. Да. Здрасте. Алло. Ну, если чуть-чуть... Сейчас я понюхаю. Ты пойми, со всем уважением, но опять-таки. Алло! Я чисто попробовать. Чисто Ах, ты, Ты конечно. привез, ну ты ж привез, не помню. Наливай. Короче, давай. я- А я тебе. Давай, знаешь, Вначале гостю. а я вот так. Или ты мой тоже будешь? Ты городского ж, да? Хотела попробовать. Пожалуйста. Попробуем ваш шмурдяк. У нас такой называют колхозный помой, конечно. Давай. Как говорится, ебаненто тузевусто. Бадденевуто. Бадденевутто, конечно. Не знаю, кто это ты, что это ты, на каком языке? Это я тебя в Испанию, когда хотел вывести. Вы по частям? Так, а что это ты с города, да, привез? Актуальные темы. О, что же у вас там в городе? Жертвы кассовой зоны. Ни один бизнесмен не обходится в городе без свежих новостей. Глеб. Так. В России хотят запретить скрывать имена сайтов. Эксперты назвали законопроект странным. Знаешь, это когда ты пришла корову покупать, а тебя не говорят, с какого колгоспа. Говорят, бери, просто говорят, бери. Ох, накрутили, Бери. ох, накрутили. Правильно я перевожу? Я вам говорил, из ванны нельзя выбираться. А вы два мудака конченые. Минцифры Российской Федерации инициировала законопроект, который запрещает использование на территории России протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя посещаемых интернет-страниц и сайтов. Это все сделано против меня. Потому что... Послушай, Ты приехал скрываться, понятно, сумасшедший сюда. из города Это вы прибыл. Послушайте, это вы здесь никому не нужны, а у нас там деньги тянутся за деньгами. И они знают, где я сижу, куда я иду, куда я смотрю, что мне снится. Петрович. Например, Станислав Шакиров из Роскомсвободы заявил: это мой кент. В случае блокировок не работает половина интернета. Как вы поняли, вторая половина интернета в этот момент работает. Потому что, блокируя, например, RU-трекер, можно случайно заблокировать Сбербанк. Поэтому ты сейчас у нас в деревне. Свежий воздух. Ладно, давай. Что там? Расскажи, Еще что что-то там у вас. есть? Министерство финансов Российской Федерации направило ведомствам обновленный пакет документов о регулировании криптовалют. Владельцы цифровых валют должны отчитываться о переводах и поступлениях в налоговой службе, если сумма активов эквивалентна 100 тысячам рублей в год. То есть 1500 рублей в год. Недекларирование физлицом суммы более 1 миллиона рублей в год, прошедшей через Городские. влечет ответственность до 6 месяцев или штраф до 300 тысяч рублей. Это нормально. Слушай, мы на коровах больше поднимаем, чем это, конечно, криптовалютчики городские. Отказ декларировать сумму в особо крупном размере, более 5 миллионов рублей, наказывается штрафом до 500 тысяч, либо арестом до 3 лет. То есть ты заработал 5, реально. И потом что получается? Ты 5 заработал, 500 отдал. 10% нормальный бизнес. Слушай, хорошая газета. Слушай, зачитай, пожалуйста, новость, а я пока чуть-чуть нам... Глеб, давай вот без этой твоей хуйни деревенской. А поставь ее, верну. Еще бутылка есть моя. Дочерняя компания Сбербанка, Сбербанк Свитзерленд АГ, подписала соглашение со швейцарской платформой торгового финансирования Камога о применении услуги торгового финансирования на базе блокчейна, цель которого содействовать оцифровке торгового, твою мать, сука, финансирования. И что понятно? Я тебе сейчас расскажу. Ты что-то заработал на этом?
Послушай, я на этом поднимаю каждую неделю такие бабки. Слушай, мы поднимаем тоже, мы вот тут сено поднимаем. Ты поднимаешь с земли песок, послушай, я тебе рассказываю, как работает. Я с земли картошку поднимаю. Я сейчас Последнее время Сбербанк предпринимает активные шаги по использованию блокчейн-технологий. В частности, крупнейший российский банк сотрудничает с авиакомпанией S7 Airlines над внедрением системы продажи билетов на основе блокчейна. Кроме того, в банке рассматривается возможность запуска собственного стейблкоина с привязкой к российскому рублю. Мы куда-то летим. Я этого начитался. Мы с женой летим. Этого начитался. Я просил вас просто приедем к вам, отдохнем. Ну. Ты ж меня звал, сказал, из ванны выбирайся из своей мудак. Поехали к нам, здесь будет хорошо. А зачем ты... Зачем новости эти опять? Полеты. Зачем опять эти Seven Lines? Ты понимаешь, блокчейны эти все, кому нужны? Ты говоришь, можно куда-то полететь. Ты сказал, что у тебя твоего блокчейна очень много. Это Ксюша твоя сказала, я нигде не была, я сказал, так давайте как бы опять же переместим. К вам. Да. И говоришь, соберем вещи. А я тебе еще раз... А зачем? Я выбрался из города не для того, чтобы вот это вот все дерьмо ваше, вот это блокчейны ваши читать. Шутки все же... Мы пока сегодня рубеж в две... Ну тебя от испугу мог... Ты бьешься. Так нос мог пройти или откашляться? У меня фамилия Носов, я нос не мог пройти, чувак. Власти США предложили разработчикам $25 тысяч за дизайн цифрового кошелька. Министерство внутренней безопасности США из-за нехватки человеческих ресурсов предложило сторонним ребятам конкурс, чтобы придумать дизайн пользовательского интерфейса цифрового кошелька. Участникам конкурса нужно разработать графический дизайн, подходящий для целей DHS в области блокчейна и децентрализованной идентификации. Так это новость для Ксюши. Да. Проекты должны быть Вы, простыми. если не знали, Ксюша графический дизайнер 3D. Хорошо, хоть Вова сегодня не целую передачу. Проекты должны быть простыми в использовании, визуально согласованными, безопасными и конфиденциальными. Победителя определит Управление науки и технологий ведомства. 3 финалиста получат по $5000, а победитель 10. Ксюша, ты можешь в кадр сказать, что мы с тобой не встречаемся? Лучшие дизайны попадут в портфель блокчейн-проектов DHS. Она не может Так такого Глеб же сказать. говорит в данный момент. Как я могу это А сказать? это какая разница, что Глеб все время что-то говорит? Потому что Ксюша со мной. С тобой что? Ну что, вы думаете, что она с ним может быть? Ты, конечно, А Глеб. что сказать, Пи***нка ты проклятая. Ну давай. Давай, за тебя. За нас. Давай. С Ксюшей. Пропорцию делала Лена, судя по всему. Колу уж надо было добавить. Ты так наливаешь вискарь, как будто 40 лет, у тебя именно последние 40 лет уже просто беда какая-то происходит. Добавлю еще чуть-чуть. Это же для носа. Она наливает вискарь, понял, и потом чайную ложку колу. Тогда хач. Помнишь эту серию Том и Джерри, когда он в таком, типа, в закрытой комнате готовил зелье? Да. Такой, Да. наливает виски. Не-не, вот эту, которую банку такую, помнишь? Да. Да, вот эта серия. охуенная вообще. Так как ты прокомментируешь эту новость? Что Министерство внутренней безопасности США, Я считаю, что жлобы. во-первых, жлобы, 25 косарей, что это такое? а за 25 тысяч, мне кажется, что им сделают приложение с небольшой уязвимостью. Авиатрейд продает самолет стоимостью $40 лямов за крипту. Выставленный на продажу самолет – машина 6-летней давности, которая которая преимущественно эксплуатировалась в Азии и вернулась на свою производственную базу в штат Джорджия. Авиатрейд назначила цену в 40 лямов с возможностью оплаты в крипте. Принятие Авиатрейд криптовалюты для продажи самолета Gulfstream G650ER имеет большое значение, поскольку это свидетельствует о растущем применении криптоактивов для
трансграничных транзакций. У меня один вопрос. Если эта американская компания продаст самолет за $40 миллионов в крипте, как они заплатят налоги за это? Есть ли у налоговой США адрес битка? Давай предложим налоговой США завести у нас аккаунт, чтобы мы принимали налоговые отчисления. А мы им доллары живые привезем в Америку. Кэшманам, конечно. Ну, мы возьмем... Причем для перевоза долларов мы можем купить вот такой еще один самолет. И привезти им. И вернуться обратно. Ну. А ты бы сел вот за штурвал самолета? Если бы пилоты выпрыгнули с парашютом, конечно, бы сел. Куда бы они выпрыгнули с парашютом? Ну, знаешь, есть такие розыгрыши, когда садятся два человека в самолет. Последний такой розыгрыш был 30 лет назад с передачи «Железный капут», чувак. Когда бройлер 747 тебе в Какой окружении. бройлер? Какой бройлер? В деревне дураков было, помнишь? Какой бройлер? Самолет назывался бройлер 747. Как называлась эта передача, подожди? Деревня, ну я не знаю, как она в целом называлась. Крутое пике. Крутое пике. Так, «Каламбур» называлась передача, «Крутое пике». Что ты включил? Смотри. Камеру покажи. Как я любил эту мелодию. Бройлер. Да, съел. Съел, согласен. Бройлер 747. Я просто забыл, что был такой смешной юмор. Я думал, это невозможно. Это возможно. За последние 30 дней DeFi-токены в среднем подешевели более чем на 40%. Можно посмотреть предыдущие выпуски. Я не помню, где Вова говорил о том, что это чистый скам, что оно все упадет, что это все разорение. Вова говорил, что это чистый скам, а сам нет, до июня прикупил вчера вечером. Ребята, смотрите, как бы. Вещаем мы про то, что как бы вот это все скам, жопа полная, и вкладываться туда не стоит. В итоге, в какой-то момент начинается фома. Фома — это как бы жадность перед упущенной выгодой. И как бы когда начинаешь уже делать вот так, тебя... Fearing of missing opportunity. На $3 мы купили это суши этих ебаных. И мы тоже купили на 3. Купили балла на 3. И я вчера еще юни купил на 8. Подобьем маленькую финансовую статистику. Итого, знаете, Суши были куплены по $8. По 7. По 7. Упали на $1.40. Бал был куплен по $30, упал на 12,5. Ну и юни я вчера купил нормально. Купил по 4,15, сегодня уже 5. Но я вряд ли продам по 5, дождусь 3 и выйду, скорее всего, по 2. потому что это бизнес, братцы. Потому что как бы вот так вот. Зато не обидно, знаешь? Знаете, 10... А знаете, для чего это все мы сделали на самом деле? Не из жадности. Оно когда падает, типа там с $20-30 до 14, думаешь, сейчас отрастет. Сейчас эта коррекция не очень глубокая, 0,5 фибо. Там кто-то из пацанов кинул сетку в платной группе. Сейчас отрастет. Потом она падает на $10, ты думаешь, не, хуйня. $10 это психологический рубеж, $10 не пробьет. Она пробивает $10, летит на $5, ты думаешь, уже продавать. Уже, там от твоего депозита осталась такая маленькая такая... Пипка. Писюшка. Ты думаешь, не буду продавать, короче, и не продаешь. И такой думаешь, типа, уже, оно рано или поздно все равно вырастет, становишься инвестором, а оно продолжает падать на $1, потом на 50 центов, потом на 10, потом на 5, потом на 0,1 цента, и, короче, вот так вот все это... А в какой-то момент оно отрастает до $3, и такой, 3000% сделал. По $3 продал. До какого предела будем суши держать? Пока мы за эти суши не купим порцию суши. Смотри, Все, мы будем в каждом выпуске вести статистику. Значит, мы купили суши на $3,500. Не, на 3. А знаешь, как вот эти два которые экспериментируют постоянно? Да нет, это другие. Которые эксперименты ставят, что-то взрывают, а как она называется? Разрушители мифов. Да. Все.
Мы с Глебом разрушители мифов. Разрушители легенд. VeChain предоставит Макдональдс и Walmart блокчейн-решение. VeChain создает систему какая отслеживания. новость? Не знаю, может быть хорошая. Есть номер? Номер. Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я бы, наверное, помер. Вот это тоже номер. VeChain создает систему отслеживания, которая поможет проследить все жизненные циклы продукта от выращивания и упаковки до логистики и доставки. Она предоставит решение на основе распределенного реестра для отслеживания продуктов таких гигантов, как Макдональдс и Walmart. Оба бренда являются частью китайского альянса по охране здоровья и животных и пищевых продуктов, членом правления которого станет VeChain. Скорочтение не твой конек. Но вроде бы ничего. Ну, пару там было, знаешь, Было пару... как на старой кассете Земфиры, когда уже, знаешь, ее заслушал несколько раз. до дыр. Перематывал. Почему не мы разрабатываем блокчейн-решения для Макдональдс и Walmart? Вопрос. Почему так выделяется мало информпространства для словословия моего ближайшего друга? Потому что вы сами все видите. Стоит мне чуть-чуть прихворать, и накрывается наша передача сразу же. Я, кстати, могу под водой могу дыхание задерживать на 3 минуты. А потом пукнуть, схватить эту бульбашку и еще дышать 1,5. Как меня с тобой свела жизнь, я просто не могу понять. Я хотел сказать, что VeChain молодцы. То, что выводят Макдональдс и Walmart, хотя бы в блокчейн. На новый уровень бизнеса. Huobi запустила для россиян мобильное приложение. Крупная криптовалютная биржа Huobi Global расширяет свое присутствие в России за счет развертывания для пользователей страны мобильного приложения. Теперь пользователи России могут получить доступ к спотовому рынку Huobi и торговать такими криптовалютами, как биткоин, через свое мобильное приложение. Как сообщил представитель биржи, на российских пользователей приходится до 10% от общего объема спотовых торгов Huobi. А сколько ж на украинский рынок приходится, если у нас уже давно это работает? Смотри, это ж в жизни надо подумать и сказать, а здесь все, можно нарезать. Сейчас я подумаю, сейчас. Хорошая шутка. Это плохая шутка. Условия человеческого... Оно, стой. Да. Глеб, куда? Глеб, не выебывайся. Сергей Есенин, давай сюда, бегом, быстро. Ага, так. Я буду руки твои целовать. Я буду руки твои целовать. Наша новая рубрика «Стихи Сергея Есенина». А выступает Постоянная рубрика. заслуженный артист Украины. А у тебя... Лауреат премии Ленина. Деятель искусств и меценат. Меценат. Владимир Человек, уважающий природу, многократно участвующий во всевозможных конкурсах. Белорусская заря 2012. Основатель детских песочниц вокруг речки Мжа. Это харьковская речка Мжа. Неуютная, жидкая лунность и тоска бесконечных равнин. Вот что видел я в резвую юность, что, любя, проклинал не один. По дорогам усохшие вербы и тележная песня колес. Ни за что не хотел я теперь бы, чтоб мне слушать ее привелось. Равнодушен я стал к лачугам, и очажный огонь мне не мил. Даже яблонь весеннюю вьюгу я за бедность полей разлюбил. Мне теперь по душе иное, и в чахоточном свете луны через каменное и стальное вижу мощь я родной стороны. Полевая... А что там? Полевая Россия. И сейчас хейтеры... Следующий. Каратыша дай. Мнут крестьянских жен, девок лапают. Так и надо вам, сиволапые. Ты, мужик, прохвост, сволочь бестия. Отплати какось нам за поместье.
Отплати за то, что ты вешал знать. И в кнуты их всех, раз такую мать. Что, я думал позитивнее. Особенно, когда про мять, ты думал, что... Где я не знал, что просто после девок мять будет всех Отдай, распять, понимаешь? отдай. Нет, да, рифма-то как бы работает, как бы с точки зрения, опять же. Отдай книгу. Давай меняться. Давай. Вернись к новостям. Принял. Отдал, принял. Отдал, принял. Там Есенин нам только на верхнюю полку, в левый ряд, вот возле красной книги. Я пошла. Если кто-то заметит. А рано или поздно родятся те ребята, которые оценят наши шутки. Вот-вот. И потом, представляешь, раз, флешбеки. Нас уже нет, представляешь? А они сидят А в и Инкелбоссе ухахатываются. говорят, а что это такое за Гагарин-шоу? Они что, такие не русские? Что? Ну, они ж, америкосы. Шо? А все америкосы разговаривают так, а что это такое Гагарин-шоу, а? Потому что все потом говорят на еврейском, русском в Америке. Что это такое, знаешь? На еврейском, русском, а не на грузинском. Все, давай заканчивать выпуск и петь. Ну, запевай. Так надо, чтобы сейчас выключили свет, перестали камеры. Так, давай, я готов. А ты можешь, как джедай, знаешь, так, силой? А джедай вот так вот делает, силой. У меня ж кресло, мне неудобно показать, кто на самом деле Оби-Ван Кеноби. А у меня нет кресла или что? У тебя тоже есть кресло. И что надо сделать? Силой приказать камерам стоп. Я уже сказал, камеры стоп. Режиссер сидит, чехлит. Он 15 раз сказал, Надо может вот так без вот. новостей. Может без новостей, там, может давайте, заканчивайте. Вы бухие твари, сидите, на камеру несете ересь. Артист уже Ты можешь силой нервничает. приказать камере. Я могу вот в планшетом камере приказать, Вот так, но одной смотри. только. Все, камеры потухли. Ну что же, вот и подошли к концу самые актуальные новости мира криптовалют и финансов. И, скорее всего, кто-то сейчас сидит и заливается горькими слезами, не понимая, как такое могло произойти, что 13-й выпуск подошел к концу. А какая-то маленькая падла, которую мы можем именовать как наш друг Валера Шапокляк, или как-то там подписан, с бота фермы, пишет нам, значит, гневные слова и, значит, ждет, когда же наше шоу закончится. Так вот, оно не закончится, Валера. При всем уважении к тебе, потому что нам выделяет деньги город на это шоу. А как ты знаешь, городскому бюджету не видать, Валера. И сейчас маленький подарок. Александр... Как его там по фамилии? Мазитов. Мазитов Александр! Every minute we close to each other, I think I'm wasting my time. 'Cause I grab your soul and you don't take mine. What I'm supposed to do? What are you up to? I'd step towards you, but I can't get close. Just try to say that the wrong way I chose. 'Cause you're not a person I want to share my life with. So what are you up to? Tell me what I'm supposed to do. So please don't trouble my mind. So please don't trouble my mind. So please don't stop troubling my mind. What are you up to? Tell me what I'm supposed to do.
И стоп, снято!